Так, всем привет! Давайте сегодня посмотрим коробку с моделью для сборки от российской фирмы «Звезда». Аллигатор, российский боевой вертолет. Артикул 7224 или английское название Russian Attack Helicopter Alligator. Да. Вот такая вот модель. На самом деле довольно старая модель. Это год ее производства 2000, если не ошибаюсь, 4. А вот конкретно вот этот ребокс, скажем так, новая коробка, это, по-моему, 2017 год. Новый формат коробок «Звезды». То есть очень старая модель, в принципе. Про сам вертолет говорить ничего много не буду, по той причине, что у меня уже как минимум был обзор модели этого же вертолета в 48-м масштабе фирмы Arma Models, 3D-печатная модель. И, собственно, поэтому долго развивать мысли по исторической справке тут, наверное, не имеет смысла, кроме того, что вертолет является развитием идеи К-50, черная акула, соответственно, два несущих винта друг на другом, но в нем решили отказаться от идеи одного члена экипажа и вернулись к более классической компоновке с двумя членами экипажа, соответственно, пилот и оператор системы вооружений. И, наверное, все, что об этом можно сказать. Но единственное, можно сказать, что, конечно, модель старая, и, как мы потом увидим, реплицирует она достаточно старый вариант К-52. Ну, это мы потом посмотрим. Соответственно, конечно, если кому нужна актуальная модель К-52, вы, конечно, вряд ли, наверное, вам этот набор подойдет. То есть, ну, ладно, смотрим, что по коробке. Значит, боксарт черной окраски у нас К-52. Опять же, ну, как бы окраска, подходящая больше для выставочно показательных каких-то экземпляров. Это сразу видно даже по боксарду. Боковики краски уже новые, соответственно, Тamiya и Звезда. Декалька, ну, достаточно небольшая. 123 детали, да, совсем немного, всего 21 сантиметр, я так понимаю, с винтами вместе. Размерность итоговой модели. На втором боковике другие модели «Звезды». Да, опять же повторю, что это собственная разработка «Звезды» 2004 года. Никак эта линейка развития не получила. То есть у «Звезды» каких-то нет, каких-то более поздних версий К-52 ничего они не делали, несмотря на то, что, казалось бы, машина вроде бы для выпуска какой-то более свежей модели, она может быть актуальна, да, так как сейчас, например, и вертолет серийно производится, и активно используется театр боевых действий. Ну, «Звезда», вот К-52, она решила не переделывать, не развивать эту тему. И по факту эта модель, ну, наверное, эпохи, когда это, собственно, был опытно-выставочный вертолет еще, который, по-моему, я, насколько помню, ну, по-моему, его еще даже в 2004 году, наверное, даже еще в массовую серийную эксплуатацию, производство и эксплуатацию не отдали, но могу ошибаться. Ну, самое главное, что «Звезда» реплицирует более старый вариант. Ну, да и ладно, это мы потом увидим. Да, и все, что сделала с этой моделью «Звезда», фактически, это, в принципе, меняло оформление коробки, ничего больше не делала. Revell вроде перепаковывал эту модель один раз, ну и, собственно, вот на этом ее биография и заканчивается. Значит, смотрим в коробку. Да, коробка обычный картон, никакой у нее, скажем так, с нижней части ничего интересного не напечатано. Внутри у нас по-звездовски, по-обычному инструкция. Один пакет с литниками, пластик непрозрачный. Один пакетик с прозрачным пластиком и декалью. Листочек предупреждений. Вот, собственно, и все. Начнем с инструкции. Очень, ну, по-звездовски все стандартно. Новый формат звездовских инструкций, самый актуальный. Буквально одно предложение исторической справки, то есть читать там практически нечего. Не знаю, почему так и «Звезда» всегда экономит на исторической справке, если учесть, что вроде как бы она позиционирует себя как производитель моделей, в том числе для детей и юношества, да, почему тем же детям и юношеству немножко больше не рассказать об этом вертолете. Ну да и ладно. На нескольких языках, ну, видимо, экономия бумаги, опять же, сказывается. Боксарт повторяется
Значит, может быть, немножко, чтобы слегка изменить обычный порядок, можно немножко забежать на схему окраски сразу, да, чтобы совместить ее, скажем так, с исторической справкой, по которой я уже начал говорить. Вот у нас схема окраски, да, звезда дает один черно-белый вариант, черный вертолет, борт 61, никакой привязки толком не дает, но я могу единственно прояснить, что 61 борт, черный К-52, это, судя по всему, имеется в виду первый реально летный экземпляр К-52. Причем есть такие сведения, что вроде бы как бы эта машина, собственно, делалась буквально переделкой серийного К-50, то есть предыдущего вертолета, К-50 «Черная акула», в двухместный К-52. Вроде бы так и было. Я не могу, конечно, посудить, действительно ли это так, но такие сведения прочитал. Соответственно, эта машина буквально, по факту, это опытная машина, первая, которая полетела. Ее очень много, судя по всему, экспонировали на различных авиасалонах, в частности, на Международном авиакосмическом форуме в Москве, по-моему, аж с 97 года ее экспонировали. И, судя по фотографиям, вот эта машина, черный 061, вот даже с этой надписью английская Alligator, это, судя по всему, машина, по крайней мере, внешний вид, срисованный именно с ее внешнего вида на Международном авиакосмическом салоне 97-й аж год. То есть это буквально еще, можно сказать, наверное, ранняя стадия, когда эти машины проходили какую-то обкатку, постепенно как-то готовились к тому, чтобы их в какую-то серию пускать и так далее. То есть это супер старый, супер древний доисторический К-52, который, судя по всему, чуть ли не переделан из К-50. Вот именно этот вертолет, судя по всему, звезда вот на него модель в 2004 году и сделала. Потому что возили его по авиасалонам долго, соответственно, он там и окраску успел поменять, этот 61-й борт, и его переоборудовали. Вот, например, вот эта оптико-электронная система, вот этот набалдашник, который над кокпитом находится, он на самом деле, да, конечно же, у серийных совершенно по-другому все это расположено. У современных нам К-52, я думаю, помимо этого там еще куча деталей, которые по-другому выглядели. Носообтекатель не совсем такой, как в 97 году был, вроде как по фоткам я смотрел, тут должна быть турельная какая-то система, но, возможно, они какой-то еще более ранний вариант взяли или какой-то промежуточный вариант. Вот я говорю, вот плохо, что звезда, привязок нам не дает. То есть можно покосвенно понять, что это где-то 90-е годы, наверное, один из первых, один из первых вариантов первого летного К-52, но больше ничего, к сожалению, не понятно. Да ладно. Поэтому, кто захочет собрать, вот такой примерно К-52 вы из коробки звезды соберете. Других К-52 у звезды для вас нет. Ладно. Развертка литников, да, опять же, все то же самое, что мы сами уже видели. Варианты, все-таки звезда дает нам явно варианты на летный К-52 и с выпущенным шасси на ВПП. Судя по всему, это, кстати, хорошо. Начинается сразу сборка. Значит, сборка традиционно идет с кабины пилотов. Да, у нас есть две фигурки. Соответственно, сразу рисуем, как подкрашивать. Это понятно, логично, иначе, собственно, и быть не может. Из двух половин вот так у нас соединяется, что я так понимаю... деталь кокпита вставляется в переднюю часть, она, я так понимаю, сделана отдельно. Вот так вот это все замыкается. Приборы, то, что касается каких-то досок приборов, чего-то такого, я так понимаю, если оно у нас здесь и присутствует, то чем оно реализовано, декалью или краской? Окраской пока не совсем понятно, но вот, судя по всему, это приборная панель, да, но я как-то звезда тут мягко избежала вообще указания, как подкрашивать приборную доску приборов, да, потому что она нарисовала, что она просто черная и все. Судя по всему, если там посмотрим, есть какой-то рельеф, посмотрим, как с ней обойтись. Крепление винта. Значит, сразу орудие устанавливается, вот у нас пушка. Очень похожая компоновка на К-50. Если действительно этот вертолет конкретно делался как переделка из К-50, то, возможно, там действительно очень много общих деталей. Может быть,
из-за какой-то вот этой унификации звезда и не стала делать новые варианты К-52, потому что они просто с К-50 что-то совместили. Ну ладно, значит, задняя часть корпуса, опять же, две половины, ну, будет шов, конечно, нижняя. Вот это, да, тут, кстати, как члены экипажа показывают, как раскрашивать. Ну, воздуховоды вот эти двигатели, соответственно, передние части, прозрачные детали. Да, вариант, кстати, я сразу об этом не сказал. Да, вариант, который у нас на ВПП дается, вариант с открытым колпаком, фонарем кабины. Соответственно, мы можем сделать эти варианты открытыми вот здесь. То есть показано, что здесь есть вариация. Это, кстати, ну, в отличие от модели Arma Models, 3D-печатный, здесь, конечно, с фонарем кабины все гораздо лучше. Он прозрачный пластик. Винты, два, соответственно, повторюсь, несущих от сборки, у нас под сборки по ним идут. Опять же, вариации по шасси, выпущенная или убранная. Даже варианты есть что-то у нас по освещению тут, видимо, тоже, ну, по шасси, судя по всему, убранное. Выпущенное шасси, опять же, что-то меняется. Ну, деталей мало, сборка идет быстро, собственно. Единственное, где мы притормозить, это, собственно, на кабине пилотов, наверное, и можем, потому что ее накрашивать нужно перед сборкой. Ну, соответственно, опять же, вариации, ну, по условным подвесам, я не знаю, можно ли их назвать крылья и так далее. Под вооружение, опять же, шасси различаются для двух вариантов, что логично. К вооружению переходим на 16-м шаге. В отличие от Arma Models, вооружение нам тут дают. Ну, судя по всему, насколько я понимаю, вариаций по вооружениям у нас, по-моему, нет. Вроде как один вариант, соответственно, тут и управляемые ракеты, судя по всему, воздух-земля, и неуправляемые ракеты присутствуют. Что за ракеты, не знаю. Вихрь, не вихрь, сложно сказать. Может быть, и какой-то другой вариант вооружений шел в том году. Не настолько большой спец. Ну, какая-то супер мелочевка. И в самом конце устанавливается вот буквально мелочевка, всякие поручни, какие-то там газлифты для створок кабины, всякие микроантенки и так далее, датчики и винт, собственно, у нас ставится сверху. Ну, приятно, что сделано, что винт, в принципе, я так понимаю, может оставаться съемным, то есть, да, вот нам рисуют, что его не надо приклеивать, соответственно, если там модель куда-то переставлять, транспортировать, этот винт всегда можно отделить безопасно. И вот, опять же, возвращаемся к схеме окраски, да, я уже про нее, собственно, говорил. Один вариант без привязки, по которому только косвенно можно понять, что это где-то 90-е годы первый опытный экземпляр К-52 окраски. По краске, опять же, да, промежуточный, к сожалению, у нас вариант инструкции, где у нас, соответственно, несмотря на то, что на коробке Tamiya звезда, здесь у нас Tamiya и Hambro. Так что, видимо, срисовываем с коробки. Ладно, это все по инструкции. Давайте смотреть пластик. Его тоже всего ничего. Традиционные звездовские пакеты. Все в одном пакете у нас. Так. Один большой литничек у нас, собственно, где у нас находятся основные части корпуса. Кстати, вот клеймо я не вижу. Случайно не унифицирован ли данный литник с К-50? Ну, я не вижу никаких врезок. 7216, кстати. Да, литник 7216. Мне даже действительно стало интересно. Сейчас я, так сказать, сделаем небольшую эту паузу на расследование, да? Да, все так и есть. Действительно, элитник 7216. 7216 это модель звезды К-50 черная акула. Соответственно, звезда очень... Буквально она, судя по всему, то и сделала, что у нас было подтверждено исторической справкой. Фактически ее модель К-52 это модель К-50 с другой кабиной. Ну, то есть буквально они взяли литник и добавили носовую часть. Соответственно, я уже делал обзоры на К-52, и там действительно звездой, судя по всему, придумала была такая хитрая компоновка. У них
Вот эта часть действительно и в К-50 отдельно идет. А носовая часть, судя по всему, у них взаимозаменяемая. Когда им нужно, значит, кладут литник от К-50, когда им нужно сделать К-52, они кладут другой литник от К-52. Очень, очень удобно, очень коммерчески прозорливо. Ну да ладно. Ладно, здесь же у нас, да, вот, ну, расшивка внутренняя такая, достаточно тоненькая, шовчик идет сверху, понятно. Ну, судя по всему, я этот литник, видимо, уже в модели К-50 смотрел. Конечно, не помню уже ничего, но это, видимо, абсолютно тот же литник. Отлито для пресс-форм 2004 года. Ну, вроде бы неплохо, кстати. Я не вижу каких-то больших крупных огрехов, прямо скажем. Даже облоя какого-то минимального не вижу. То есть, ну, в принципе, довольно неплохо. Лопасти винтов двух несущих, соответственно, детали выхлопа двигателя, ну, условные крылья, если их можно так назвать, подвес вооружений, много всякой мелочевки, детали шасси, опять же, вот колеса, кстати, от шасси, насколько я вижу, все сделаны в одну, нет, подожди, да, в одну деталь, то есть колеса по шасси, передние и задние, насколько я понимаю, сделаны в одну деталь. Что еще у нас из интересного? Ну, стволки винта, ну, такое вот орудие. Понятно, ствол, понятное дело, без отверстия автоматической пушки. Да, собственно, наверное, и все. Ну, да, вот детали, так понимаю, даже не совсем понятно, откуда попалось. Нет, это детали несущего винта, я извиняюсь, я перепутал. Да, отличительная черта этих вертолетов, что в К-50, что К-52, у них нет заднего винта хвостового, им он просто не нужен при такой системе несущих винтов. Вот такой вот литник. Потом, значит, литничек, судя по всему, относящийся именно к этой модели, то есть К-52, носовая часть, носовой обтекатель, деталь по кокпиту, задняя какая-то часть измененная. 2 члена экипажа, ручечки небольшие всяческие и какая-то мелочевка в виде всяких антеннок, датчиков. Вот, кстати, та самая приборная панель, про которую я говорил, вот она. Ну, она, судя по всему, кстати, абсолютно не похожа на настоящую, как-то сделана очень, очень вольно как-то, то есть, насколько я помню, на реальном вертолете там должно было большое число жидкокристаллических дисплеев устанавливаться на приборной панели. Соответственно, рассчитан аж на 2 членов экипажа. Здесь же какой-то такой очень условненький рельеф, непонятно откуда взятый. Ну, поэтому единственный на мелкий масштаб, надеюсь, не так сильно это будет видно. Кресло, соответственно, членов экипажа. Ну, и вот так вот примерно отлито по качеству. Ну, вот эти вот непонятные моменты у нас присутствуют. Вот эта нижняя часть корпуса, я так понимаю, что это за наплывы круглой формы, непонятно. То ли следы толкателей у нас как-то странно вылезли. Ну, не знаю, не выглядит это, честно говоря, штатными эти штуковины. Возможно, это косяк. Но пока не очень понятно. Вот такой вот небольшой литничек. И, соответственно, остаются тоже литники с вооружений. Судя по всему, они тоже у нас унифицированы с другими моделями. Скорее всего, даже не с одной, а с кучей различных моделей вертолетов, которые есть свои оригинальные разработки у Звезды, потому что они такие выглядят довольно заплывшими. Блоки неуправляемых ракет, соответственно, вот у нас тут они располовинены. Соответственно, концовки сами ракет. Ну, такой вот жухлый достаточно кусок литника. Может быть, даже гораздо более старая пресс-форма, сейчас 94 год, и, судя по всему, управляемые ракеты воздух-земля тоже, ну, чуть более посвежее выглядят. И, соответственно, буквально все, что у нас осталось, это довольно-таки небольшой литник с прозрачным пластиком, соответственно, два варианта. Хотя нет, не два варианта, он тут один вариант, соответственно. Лобовое остекление с отлитыми дворниками, прямо щетками очистителей прямо на лобовом остеклении. Ну, пластик прозрачный выглядит, кстати, довольно хорошо. Не царапанный, не мутный, прозрачненький, такой прикольный. И, соответственно, ну, условно то, что можно боковыми дверями назвать, остекление тоже, соответственно, которые у нас даны в отдельные детали. Соответственно, мы там по ним имеем варианты делать их открытыми и закрытыми. Так выглядит прозрачка. И очень достаточно маленькая у нас такая декалька.
Ну, на ней много технички всякой, ну, не то чтобы много, она скорее мелкая, то есть не придется повозиться. Ну, и та самая надпись «Аллигатор», судя по всему, с авиасалона. Опять же, собственно, вот такая у нас небольшая модель К-52 «Аллигатор» в 72 масштабе. Опять же, повторюсь, модель, судя по всему, реплицирующая первый летный экземпляр К-52, который был изготовлен путем переделки, перестройки серийного вертолета К-50 «Черная акула». То есть это очень старый, очень исторический К-52. Все.